Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я покажу, как сделать серьги с бисером в технике фриволите. Для этого нам понадобится иголка с узким ушком, ножницы, нити-вдеватель, 4 колечка и 2 швензы, а также плоскогубцы и круглогубцы, чтобы их прикрепить. И, конечно же, пряжа и бисер. Я использую японский бисер номер 8 и тонкую иглу, которая проходит через него. Для одной сережки нам нужно нанизать на иголку 12 бисеринок. Итак, набираем 3 узла. Если вы еще не знаете, как выполнить узел фриволите, пико, кольцо или дугу, вы можете посмотреть подробный урок по основным элементам на моем канале. Подтягиваем бисеринку и снова делаем 3 узла. Теперь делаем обычное пико, примерно 4-5 мм. Снова делаем 3 узла, а затем пико с бисеринкой. Еще 3 узла. Обычное пико. Продолжаем чередование. Всего у нас должно получиться 10 троек, разделенных по очереди пико с бисеринкой и обычным пико. Закрываем нашу цепочку в кольцо и делаем фиксирующий узелок. Теперь выполним дугу. Делаем 7 узелков. Подтягиваем бисеринку и делаем еще 3 узелка. Протягиваем иголку через все узелки. Слегка затягиваем дугу, чтобы получился небольшой изгиб. Теперь нанизываем бисеринку на иголку и протягиваем иголку через первое пико кольца. Проходим иголкой через бисеринку в обратном направлении. Подтягиваем нитку таким образом, чтобы бисеринка стала вплотную к кольцу. Делаем вторую дугу. Набираем 6 узлов, подтягиваем бисеринку, 6 узлов.
Снова нанизываем бисеринку на иголку. Протягиваем иголку через пико и обратно через бисеринку. Делаем следующую дугу. 6 узлов. Затем нанизываем одну бисеринку на иголку. Подтягиваем 3 бисеринки в пико. И довязываем еще 6 узелков. Так же, как и в предыдущие разы, присоединяем дугу к кольцу. Делаем еще одну дугу. 6 узлов, бисеринка, 6 узлов. Присоединяем дугу к кольцу. Последняя дуга будет симметрична первой. Набираем 3 узла, подтягиваем бисеринку, 7 узлов. Присоединяем дугу к основанию кольца.
Отрезаем нитки и завязываем узелок. Заправляем хвостики под узелки при помощи нити вдевателя. Теперь прикрепим швензу. Я хочу добавить бисеринку на швензу, поэтому мне нужно немного разогнуть ее, заменить бисеринку и согнуть швензу обратно. Сразу же добавляем одно из металлических колечек. Берем второе колечко и соединяем им все части. Таким же образом делаем вторую сережку. Вот и все. Надеюсь, вам понравилось. Если да, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Я буду рада видеть вас снова.